Всем привет! Добро пожаловать на канал Wells Motors. Сегодня мы расскажем про хроммолибденовую линейку велосипедов Wells. У микрофона Леха, и я расскажу вам про этих красавцев. А также у микрофона Даниил, и я расскажу вам про технологические изюминки, которые были применены при изготовлении этих красавцев. Да, этих велосипедов у нас достаточное количество, о них и расскажем. А конкретно это будут быстрый гравийник Wells Arrow, универсальный туринг Wells Rambler, еще один гравийник Wells Nemesis и туринг Wells Adventure, оба в рестайлинге 2024 года, а также классический шоссейник Wells Roadie. Получается 5 актуальных моделей на ваш выбор, все собраны на рамах из хроммолибденового сплава 4130. В довольно широком ценовом спектре, можно сказать, на любой бюджет и кошелек. А бюджет позволяет начать наш небольшой обзор. Узнать цены, наличие и также сделать заказ вы можете на нашем сайте, маркетплейсах и у наших дилеров, естественно, все ссылочки в описании. Там же вы можете найти и заказать запчасти и аксессуары для велосипедов и не только. Итак, представляем вам первый хроммолибденовый велосипед, и это никто иной, как спортивный, быстрый и красивый Wells Arrow. Wells Arrow — это гравийный велосипед, созданный для быстрой езды, как по асфальту, так и по грунту разной степени сложности. Он легко переживет смену дорожного покрытия и будет быстр в любой ситуации. Имеет спортивную геометрию и без проблем как летит по ровной дороге, так и поднимает пыль на грунтовке. Широкий диапазон трансмиссии даст возможность ехать быстро и заезжать в крутую горку. Сочетание спортивной посадки и гравийных колес и оборудования позволяет быстро и долго ехать по любым покрытиям. Также доступна установка колес 27,5 на широкой резине, что позволяет заточить велосипед под конкретную задачу. Велосипед соответствует всем современным стандартам гравийников. Крепление тормозов Flat Mount, рама под 12 оси и Tubeless Ready обода. Поставляется велосипед в крутом транспортировочном чехле, ну или сумке, называйте как вам больше нравится. Если есть необходимость провести велосипед в поезде, то можете быстро и удобно его упаковать. Чехол комплектуется дополнительной сумкой, в которую этот чехол можно аккуратненько убрать, когда он будет не нужен. Теперь давайте подробнее по характеристикам. Начнем с рамы и вилки. Они, конечно же, из хроммолибденового сплава 4130. Рама с двойным баттингом, а вилка с изогнутыми ногами. Размер рамы на выбор 500, 540 и 580 мм, что подойдет практически на любой рост. Как на раме, так и на вилке просто изобилие крепежных бонок, так что можете установить как крылья и багажник, так и дорожные сумки, например. Также отметим съемные дропауты с интегрированным петухом и качественную сборку самой рамы. Трансмиссия 18-скоростная. Алюминиевая система с полым валом от ProWheel 46/30 зубов. Трансмиссия Shimano Sora, что называется, в круг. Кассета Sugek CS R5008. И каретка ProWheel PWBB 68+. Holotech 2. Цепь KMC Z9. Ну и конечно же педали. Они здесь пластиковые платформы. Велосипед оснащен дисковыми механическими тормозами Shimano BR RS305 с креплениями Flat Mount, тормозные диски Shimano на 160 мм как спереди, так и сзади. Крепление на 6 болтов, тормозные колодки оснащены радиаторами. Колеса размером 700C на пистонированных алюминиевых двойных ободах Alex Rims с опцией установки без камерки, но для этого нужно будет обратиться в сервис. Спицы из нержавеющей стали. Втулки на промподшипниках Novatec, а крепление колес на осях 12 мм. Покрышки Innova Pro Stampede 700 на 40C с бежевым бортом. Рулевая колонка NECA H52, интегрированная на промподшипниках. Руль производства Zoom алюминиевый 400, 420 или 440 мм в зависимости от ростовки. Руль весьма удобный баран с плоским верхом, позволяет расположить руки на нем и отдохнуть от обычного хвата.
Вынос руля также зум 60, 75 или 90 мм в зависимости опять-таки от ростовки. Обмотка руля Velo VLT 001. Баренды винтовые. Седло здесь Velo VL3318, а подседел двухболтовый на 350 мм. Посадка у велосипеда агрессивная, располагает к быстрой динамичной езде и, как уже говорилось, подойдет на любой рост, пусть даже вы двухметровый богатырь. Вам будет удобно. Велосипед отлично катит как по гравийке, так и по грунтовке, а также не боится травы. А транспортировочный чехол позволит расширить географию путешествий. В любом поезде вам будут рады. Леха, притормози, давай для начала разберемся, что же это за материал-то такой, хром-молибден этот ваш, и чем он лучше углеродистой стали или хай-тен сплава. Итак, хром-молибден, или же хромо, это легированная сталь с добавками хрома и молибдена, например, марки 4130 либо 4140. Этот сплав прочнее при меньшем весе, лучше поглощает вибрации, устойчивее к коррозии, то есть раму можно варить из более тонкого и, соответственно, легкого профиля, и используется он в более дорогих велосипедах. И все это нам дает меньший вес при сравнимой прочности хрома легче, лучшую сталую прочность, дольше служит при нагрузках, важно для MTB и турингов, более комфортную езду, лучше гасит вибрации, возможно сделать баттинг, то есть разную толщину профильных труб рамы для оптимизации веса и прочности велосипеда. Но при этом он дороже в производстве, у всего есть своя цена, сами понимаете. Резюмируя, хром-молибден это более продвинутый, прочный и легкий материал, подходит для турингов, кросс-кантри и гравийных велосипедов. Если выбирать, хрома явно лучше, если бюджет позволяет. Спасибо, Даня. Мы продолжаем. Следующий хромолибденовый конь — это универсальный туринг Wells Rambler. Это традиционный туринг, рассчитанный на длительные поездки, чему способствует его сбалансированная посадка. Содержит надежные и проверенные решения. Рамблер – велосипед среднего ценового диапазона. Он сочетает в себе хорошее качество рамы и навесного оборудования, продуманный передаточный диапазон, большой ресурс и ремонтопригодность за хорошую цену. Поставляется велосипед в крутом транспортировочном чехле, или опять-таки сумке, как вам больше нравится. Если есть необходимость провести велосипед в поезде, то можете быстро и удобно его упаковать. Разберем характеристики. Рама и вилка, конечно же, из хром-молибденового сплава 4130. Рама с двойным баттингом размером на выбор 500, 540 и 580 мм, что подойдет практически на любой рост. Множество крепежных бонок, можно сказать изобилие, позволяет установить крылья, багажник, аксессуары и дорожные сумки по вашему усмотрению. Также отметим дропауты со съемным петухом и качественную сборку самой рамы. Трансмиссия 16-скоростная Shimano Claris, что называется в круг. Алюминиевая система ProWheel 46х30 RPL 421 FTT. Кассета Sugexi S R5008 11х34, 8 скоростей. Каретка ProWheel PW BB68+, Hollowtech 2. Цепь KMC Z8.3. Педали пластиковые платформы. Тормоза. Дисковая механика Tektro MDC400. Тормозные диски Tektro TR160-22, 180 мм спереди и 160 сзади. Крепление на 6 болтов. Колеса размером 700C на двойных алюминиевых пистонированных ободах Alex Rims DP21, которые позволяют установить бескамерку. Спицы из нержавеющей стали, втулки на промподшипниках Novotec, а покрышки Innova Pro El Camino GP H5224, размером 700 на 45C. Рулевая колонка NECA H52, интегрированная на промподшипниках. Руль производства Zoom, алюминиевый, 400, 420 или 440 мм в зависимости от ростовки. Руль весьма удобный. Это баран с плоским верхом, который позволяет расположить руки на нем и отдохнуть от обычного хвата. Вынос руля также Zoom и также варьируется в зависимости от ростовки – 60, 75 или 90 мм. Обмотка руля Velo VLT 001, баренды винтовые. Седло здесь Velo VL3289, а подседел двухболтовый 350 мм.
Посадка у велосипеда довольно удобная и, как уже говорилось, подойдет на любой рост. Велосипед отлично катит как по гравийке, так и по грунтовке, а также не боится травы. А транспортировочный чехол позволит расширить географию путешествий. В любом поезде вам будут рады. И уже несколько раз был произнесен термин «двойной баттинг». И давайте же я расскажу вам, что это за зверь такой. Это технология изготовления велосипедных рам, при которой стенки профильных труб имеют два изменения толщины по своей длине. Профильные трубы, изготовленные с применением технологии баттинга, толще в самых нагруженных местах, например в зоне сварных швов, возле дропаутов или каретки, и тоньше там, где нагрузка меньше, как правило в середине профильной трубы. Одинарный баттинг — это когда толщина меняется один раз, например, с одного конца у сварного шва труба толще, далее она тоньше. Двойной баттинг — это когда изменение толщины происходит дважды. Как правило, это значит, что с обоих сторон труба будет иметь утолщение. Эта технология дает несколько конструктивных преимуществ. Во-первых, можно облегчить раму там, где нагрузка меньше, сделав ее тоньше. Во-вторых, наоборот, усилить критически важные участки в нагруженных зонах. А также более тонкие и, соответственно, гибкие участки могут позволить лучше гасить вибрации. И где же это все счастье применяется? Чаще всего используется в шоссейных, горных и гравийных рамах из хромолибденовой стали или алюминиевых сплавов. В карбоновых же рамах аналогом баттинга является переменная толщина слоев углеволокна. И резюмируя все вышесказанное, двойной баттинг — это продвинутая технология, которая делает раму более прочной, легкой и комфортной за счет оптимального распределения материала. А мы поехали дальше. Следующий у нас это настоящий хит, получивший крутой рестайлинг в 2024 году. Wells Nemesis. Это гравийный велосипед с удобной посадкой и трансмиссией 1 на 10 скоростей, накатистый и отзывчивый в управлении. Прекрасный вариант для того, чтобы попробовать, что такое гравийники. Рама и вилка изготовлены из хроммолибдена 4130, рама с двойным баттингом имеет внутреннюю проводку тросов. Размер рамы на выбор 500, 540 и 580 мм, что подойдет практически на любой рост. Также на выбор для вас два цвета – кроваво-бордовый металлик и оливковый глянец. Как рама, так и вилка оснащены креплениями для багажников, крыльев, а также всевозможных аксессуаров. Вес велосипеда при этом составляет 13,2 кг. Трансмиссия L2GR7 1 на 10 передач. Спереди установлена система ProWheel со звездой Narrow Wide на 38 зубов и креплением Direct Mount. Каретка ProWheel Hollowtech 2. Кассета 1142 на 10 скоростей, цепь Tech GT10, а педали пластиковые. Тормоза установлены от фирмы Tektro, модель Tektro Mira MDC400. Спереди тормозной диск на 180 мм, а сзади на 160. Колеса 28 дюймов на алюминиевых ободах, втулки на промподшипниках Novatec, спицы из нержавеющей стали, ниппеля латунные, а крепления на эксцентриках. Сзади колесо под кассету. Резина 700 на 40 Chaoyang Gravel GP отлично цепляется за асфальт, сухие грунты и даже за в меру влажные. Ниппель камеры Presto. Рули вынос у велосипеда алюминиевые фирмы Zoom. Руль, он же аэроруль с плоским хватом, позволяет поменять хват и облокотиться на него как на полку, разгрузив тем самым мышцы рук во время длительной езды. Подседельный штырь алюминиевый, двухболтовый, 350 мм. Сиденье узкое, производство Velo, а подседельный зажим болтовой. А теперь, я думаю, самое время рассказать вам про внутреннюю проводку тросов в велосипедной раме. Это способ прокладки тросов переключения передач и тормозных гидролиний внутри полостей рамы, а не снаружи. Из особенностей. Конечно же, эстетика. Тросы скрыты, что придает велосипеду более чистый и современный вид. Защита от грязи и повреждений. Тросы меньше подвержены загрязнению, коррозии и механическим воздействиям. Аэродинамика. Снижается сопротивление воздуха, актуально для шоссейных и гоночных велосипедов. И безопасность. Нет риска зацепиться за тросы при езде или переноске. А как это работает? В раме предусмотрены специальные каналы, называемые рубашки, через которые проходят тросы или гидролинии. На раме есть входные и выходные отверстия, обычно возле рулевой колонки, нижнего кронштейна и дропаутов. Для облегчения протяжки тросов иногда используют направляющие нити или магниты.
Ну что же можно сказать, внутренняя проводка — это современный стандарт для велосипедов среднего и высокого уровня, улучшающий внешний вид и защиту тросов. Едем дальше. На очереди снова Touring, также очень популярная модель велосипеда, получившая крутое обновление в 2024 году. Это никто иной, как Wells Adventure. Это Touring с удобной посадкой, накатистый и отзывчивый в управлении. Прекрасный вариант для того, чтобы попробовать, что такое туристические велосипеды. Рама и вилка, изготовленные из хроммолибдена 4130, рама с двойным баттингом, имеет внутреннюю проводку тросов. Размер рамы на выбор 500, 540 и 580 мм, что подойдет практически на любой рост. Также на выбор для вас два цвета – небесно-голубой металлик и пожарно-красный глянец. Как рама, так и вилка оснащены креплениями для багажников, крыльев и прочих аксессуаров. Вес велосипеда составляет 13,7 кг. Трансмиссия здесь L2R5, 2 на 9 передач. Спереди установлена разборная система Pro Wheel Ounce с двойником на 50 и 34 зуба. Каретка, картридж под квадрат, передние и задние переключатели L2R5, кассета 1132 на 9 скоростей, цепки MCC9, а педали пластиковые. Тормоза установлены от фирмы Tektro, модель Tektro Mira MDC400. Спереди тормозной диск на 180 мм, а сзади на 160 мм. Колеса 28 дюймов на алюминиевых ободах, втулки на промподшипниках Novatec, спицы из нержавеющей стали, ниппеля латунные, крепления на эксцентриках и сзади колесо под кассету. Резина 700 на 40 Chaoyang Gravel GP отлично цепляется за асфальт, сухие грунты и даже за в меру влажные. Ниппель камеры Presto. Рули выноса велосипеда алюминиевые фирмы Zoom. Руль, он же аэроруль с плоским хватом, позволяет поменять хват и облокотиться на него как на полку, разгрузив тем самым мышцы рук во время длительной езды. Подседельный штырь алюминиевый, двухболтовый, 350 мм. Сиденье узкое, производство Velo. А теперь я снова заберу немного эфирного времени у Лёхи, чтобы рассказать вам, что такое двойные обода. Это конструкция велосипедных ободов, в которых боковые стенки соединены дополнительным внутренним слоем, что делает их более прочными и долговечными по сравнению с одинарными. Из преимуществ можно отметить повышенная прочность и жесткость. Двойная конструкция лучше выдерживает ударные нагрузки, например, при прыжках или наезде на препятствия. Риск деформации при экстремальных нагрузках меньше, колесо просто так восьмеркой не пойдет. Более высокая устойчивость к износу. Тормозные дорожки на ободных тормозах служат дольше благодаря увеличенной толщине материала. Меньший риск растрескивания или поломки обода при длительной эксплуатации. Оптимальная работа с дисковыми тормозами. Двойные обода часто используются в дисковых тормозных системах, так как они лучше справляются с боковыми нагрузками. Снижение веса при сохранении прочности. Хотя и двойные обода тяжелее одинарных, современные технологии, например, алюминиевые сплавы с переменной толщиной стенок, позволяют делать их легкими без потери прочности. Стабильность при высоком давлении в покрышках. Лучше держат форму при накачке шин до высокого давления, что важно для шоссейных и гибридных велосипедов. Двойные обода – это отличный выбор для велосипедов, которые подвергаются высоким нагрузкам. MTB, гравий, городской жесткий райдинг. Они обеспечивают долговечность и устойчивость к деформациям, что особенно важно при агрессивной езде. И закрывает наш обзор классический шоссейник Wells Roadie. Это по-настоящему доступный шоссейник с горизонтальной верхней трубой, который отлично подойдет для знакомства с шоссейными велосипедами без лишних вложений. Ну и для тех, кому нравится классическая шоссейная геометрия в сочетании с хромолевым фреймсетом. Wells Roadie легко набирает и держит скорость. Классическая посадка положительно влияет на аэродинамику велосипедиста, а хромолибденовые рама и вилка сделают неровности дорожного полотна менее заметными. Это то, за что мы любим велосипеды такого типа. Рама и вилка изготовлены из хроммолибдена 4130, при этом рама с двойным баттингом имеет внутреннюю проводку тросов. Размер рамы на выбор 500, 540 и 580 мм, что подойдет практически на любой рост. Также на выбор для вас два цвета – синий и селесте, по-русски мятный. Как рама, так и вилка оснащены креплениями для багажников, крыльев и прочих аксессуаров. Вес велосипеда составляет 12 килограммов.
Трансмиссия L2R2 2 на 7 передач. Спереди установлена система на 2 передачи с алюминиевыми шатунами и звездами на 48-38 зубов. Каретка картридж под квадрат, передний и задний переключатели L2R2, сзади установлена трещотка на 7 передач 14-28, цепки MCZ7, а педали пластиковые. Тормоза клещевого типа, алюминиевые, жесткие, свою функцию прекрасно выполняют. Тормоза оснащены рычагом ослабления троса для легкого снятия и установки колес. Управление трансмиссией и тормозами производится дуалами фирмы L2R2. Колеса 700C на двойных алюминиевых ободах, втулки насыпные, спицы из нержавеющей стали, камера под престо-ниппель, покрышки узкие 700 на 25. Максимальная ширина покрышек, которые влезут в раму, составляет 32 мм. Руль стальной, вынос алюминиевый, руль при этом шириной 420 мм, а вынос можно отрегулировать по высоте. Седло Wells Road, средней жесткости, узкое, для шоссейного велосипеда в самый раз. Подседельный штырь алюминиевый, одноболтовый, длиной 350 мм. Ну и на этом все. Наш обзор великолепной хроммолибденовой пятерки закончен. Мы постарались, пусть кратко, но при этом емко рассказать вам об интересных деталях каждого велосипеда. Теперь выбор за вами. Подписывайтесь на канал. Заходите в наши соцсети, делитесь мнениями, а с вами были Леха и Даня, а вы были на канале Wells Motors. До новых встреч!